Всем привет, с вами Banana Master, и сегодня я покажу, как настроить Visual Studio Code, а также мы скачаем несколько очень полезных плагинов. Начнем сразу с самого главного. Сделаем вам автосейв. Раньше, чтобы увидеть какие-либо изменения в коде, вам нужно было сначала что? Во-первых, сделать эти изменения, дальше сохранить файл. Сейчас я нажму Ctrl-S, и у меня сохранится файл. После чего обновить страницу. То есть любое изменение, например, я сделаю Task 2, требовало очень много разных рутинных дел. Сохранили, обновили. То с помощью автосейва у вас будут все эти процессы происходить автоматически. Вы можете забыть про ручное сохранение, и у вас больше никогда не будет такого, что вы писали код пару часов, потом закрыли редактор, ушли куда-то чай попить, пришли, открыли комп и увидели, что код, который вы писали, исчез. А исчез он, потому что вы его просто не сохранили. Конечно, ужас. Очень надеюсь, что у вас не было таких случаев. Но чтобы их не было вообще никогда, мы делаем следующее. Открываем настройки, выбираем Settings. Далее здесь вот есть автосейв. Вот так он выглядит. Сейчас он выключен, и я выбираю вот такой режим. Такое изменение позволит мне делать так, что мой код будет сохраняться автоматически. Ну, то есть мне больше никогда не нужно будет нажимать Ctrl-S, все за меня сделает Visual Studio Code. Например, я там что-то пишу, обновляю страничку, и видите, сразу обновление пришло. Ctrl-S нажимать мне не нужно. Также автосейв у вас может быть не вторым, как у меня в списке, а где-то ниже. То есть вы, если он ниже у вас, скроллите ниже, находите его и редактируете так, как вам удобно. И еще одно. Тут есть разные режимы. Вообще, вот этот наилучший. То есть он всегда сохраняет при любом изменении ваш файл. Очень и очень удобно. Но если у вас не сильный компьютер, точнее достаточно слабый, то рекомендую выбрать вот этот вариант. И он будет сохранять у вас файл тогда, когда вы переходите с вкладки на вкладку. Например, я сделал какое-либо изменение. Видите, у нас сейчас белый кружочек есть. И я перехожу на другую вкладку. Перешел, кружочек пропал, означает, мы сделали сохранение. Тоже можно использовать, но первый вариант, то есть вот этот, он наилучший. Сохраняет моментально все и всегда. То есть гарантированно у вас этих багов с исчезновением кода точно не будет. Отлично. После этой настройки можем переходить к плагинам. Открываем расширение, это вот сюда, и начинаем по очереди скачивать все плагины, которые нам потребуются. Начнем с самого первого. Это AutoCloseTech. Вот он. Нажимаем на него и скачиваем. Сразу же скачаю еще один. Это AutoRename. Также нажимаем Install, чтобы скачать. Перейду сейчас в HTML, чтобы показать, что делают эти два плагина. Первый. Я нажимаю P, вот так вот. Закрываю TechP. И видите, закрывающий TechP у нас появился автоматически. То есть AutoCloseTech это такой плагин, который позволяет нам закрывать теги автоматически. Но мы больше не будем забывать их закрывать самостоятельно. Второй это AutoRename. Когда я буду редактировать здесь что-то, видите, я редактирую один кусочек, а второй редактируется автоматически. То есть как раз AutoRename у нас за это и отвечает. Следующий, который мы скачаем, это Image Preview. Выглядит он вот так, вот он. Также скачиваю. И что делает эта штука? Когда мы подключаем какую-либо картинку,
у нас эта картинка, видите, будет дублироваться вот здесь вот с краешку в коде. То есть, вот, например, я импортировал сюда иконку, и вот так вот она сейчас у нас и видна. Без этого плагина мы бы ее не видели. Следующий плагин, который я скачаю, это у нас Better Comment. Позволяет окрашивать комментарии в разный цвет. Очень удобно, особенно если вам нужно оставить какую-либо заметку. Как это работает? Ну, давайте я в JS перейду. Сделаю первый комментарий обычного цвета, ну, зеленого, стандартного, как мы привыкли. Делаю второй комментарий, ставлю знак восклицания, и он окрашивается в красный. Третий вариант, это я ставлю знак вопроса, и будет синий. Четвертый, пишу to do, и оранжевый. Также есть еще вот такой со звездочкой. Выглядит он вот так. Более зеленый. Крайне удобная штука, эти цвета, особенно когда вы пишете какой-либо сложный код, например, вы написали какую-то очень сложную функцию, и красным цветом вы указываете, что здесь происходит. Потом, когда вы пересчитываете код через какое-то время, сразу понимаете, что красный цвет отвечает у вас за какую-то важную информацию. Или там to do, это вы что-то не успели доделать, типа перенесли на завтра или послезавтра. Точно так же комментариями написали там, не знаю, edit header. То есть что-то забыли в хедере доделать. На всякий случай повторю, что за цвет у нас отвечает именно вот этот символ, который я поставил в конце после комментария. Знак восклицания красный, вопросы синий, слово to do оранжевый, звездочка такой более яркий зеленый. Окей. Следующий очень удобный плагин это eCSS Tractor. Да, это он. Мы его скачиваем. После того, как мы его скачали, у нас появляется теперь очень-очень хитрая способность. Я выделяю этот фрагмент, нажимаю правую клавишу мыши, и у меня появился вот этот вариант. Я на него кликаю, и у меня что-то скопировалось. Перехожу в CSS, вставляю то, что у меня скопировалось, а у меня скопировались именно классы. То есть этот плагин позволяет нам копировать сразу классы из тегов. Очень полезно, очень прям. Вы когда особенно написали огромный сайт, то вот так вот выделили все, нажали правую клавишу мыши, выбрали эту опцию и скопировали сразу все классы. Ускоряет написание очень сильно. Следующий, которого мы рассмотрим, это Live Server. Очень важная штука, она позволяет нам делать так, чтобы код обновлялся автоматически. Вот он докачался у нас. И как только он скачался, я могу переходить, например, сюда в файлы. Нажимаю правую клавишу мыши, и у нас появляется вот такая панелька. Нажимаю на нее. И оп, открылся сайт. Теперь, когда я что-либо меняю здесь, например, напишу какой-то текст, оп, автоматически появился. То есть без нужды сохранять что-то, без нужды обновлять страничку. Все происходит автоматически. Убираем рутину, делаем автоматизм. Как раз то, чем мы сейчас и пытаемся заняться. Также выделю, что запускаю я лайв-сервер именно на HTML. На другом формате запустить я его не могу. Это работать не будет. Видите, даже сверху опции такой нет. Все, что осталось нам докачать, это еще один плагин, и он называется Preter. И вот он. Что эта штука позволяет делать? Она равняет нам код. Ну, например, вот видите, я как-то неровно написал все это. Нажимаю правую клавишу мыши, форматировать с помощью. Выбираю Preter, который только что скачали. И оп, наш код стал выглядеть очень аккуратно.
Это минимальная база плагинов, которая позволит убрать вам рутину, чтобы вы сконцентрировались только на коде и не отвлекались на какие-то постоянно повторяющие действия. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.